Всем привет, ребят, с вами Алекс. Я так же, как и вы, являюсь зрителем и смотрю много роликов на ютубе. Недавно в одном из видео увидел, как для того, чтобы освежить старый шкаф, купили пленку и обклеили его. Я посмотрел на свой стол и решил, почему мне также не обклеить его. Этот способ подходил мне по малой затратности. Также я люблю что-то делать своими руками, а также я покажу вам способ, которым вы сможете воспользоваться сами. Еще хочу предупредить вас, что видео сделано в основном с фото. Если вам не очень понравится такой формат, пожалуйста, напишите в комментарии. Изначально мой стол выглядел вот так, а место около выключателя вот так. Эти фото в будущем пригодятся нам для сравнения. Я обратился в поисковик и нашел то, что мне нужно. Мой любимый цвет это белый, поэтому я заказал 3 рулона белой глянцевой пленки и моток кромки. На следующий день я поехал забирать свой заказ. Обошлось мне это все в 400 рублей. В моем старом удлинителе было всего 3 розетки, которых мне не хватало для подключения всех устройств. Поэтому я решил покопаться в шкафу и нашел удлинитель на 6 слотов. Для обклейки нам также понадобится обезжириватель, двухсторонний скотч и жидкость для снятия лака. Это все я нашел у себя дома. Первым делом я начал разбирать выдвижные ящики. Первое, что в них нашел, это различные коробки. Я обратил внимание на коробку из-под старого телефона, так как в нем был полный комплект документации и чек. Я подумал, почему бы это все не продать. Я решил найти объявление о продаже этого телефона в моем городе. И, о чудо, я нашел. Телефон продавался без коробки, поэтому я решил написать продавцу. Он согласился забрать ее за 50 рублей. На следующий день мы встретились, и сделка состоялась. Также в ящиках я нашел кассовую ленту и кучу различных коллекционных карт. Поскольку они были ненужными, я решил их отдать даром на Авито. Спустя 2 часа позвонил человек и сказал, что заберет все. На следующий день мне позвонило около 5 человек, именно насчет карт Человека-паука. Я просек фишку, что они явно ценятся, но все же я решил отдать их тому мужику. Возможно, он перекуп, но он сказал, что ему для детей, пускай останется это на его совести. Как вы, наверное, заметили, на стене у меня висит плакат. Это плакат с автографом ЛСП. Они достаточно ценятся, но продавать я его не собираюсь. Это останется в памяти о концерте. Над плакатом есть вешалка для ключей. Она держится на саморезе. Я решил ее снять и перевесить в другую комнату. Дырка в стене будет замаскирована, а как, увидите чуть позже. Я решил добавить что-то необычное в свою комнату, поэтому я нашел 2 такие красивые картинки. Я пошел в типографию и распечатал их на плакатном покрытии. Для удешевления я решил вырезать их сам. Обошлось мне это в 400 рублей. Я взял метровую линейку с канцелярским ножом и вырезал лишнее. Получилось 2 вот таких плаката. Поскольку это в некоторой степени игровое место, я решил поставить сюда светодиодную RGB ленту. Стоила она мне 200 рублей вместе с контроллером. Я заказывал ее с Али, ссылку на подобную я оставлю в описании. Перейдем к столовой. Я убрал с стола все вещи и снял кантик. Стол был не везде ровный. Похоже, что когда-то я что-то пролил, и стол около кантика немного разбух. Это видно на этом фото. Поэтому я решил взять шкурку и выровнять это все. Чтобы древесная пыль не сыпалась на пол, я решил приклеить кусочек скотча. В итоге все стало более-менее ровно. Далее я начал примерять пленку, чтобы ее отрезать по размерам. Разрезал я также с помощью метровой линейки и канцелярского ножа. Чтобы все было более ровным, я решил оставить немного больше, чем нужно. Перед тем как наклеить, я взял обезжириватель и тряпку. Смачиваем ее таким образом и протираем стол. Для того, чтобы все приклеить ровнее, я буду использовать резиновый шпатель. Первый кусок был приклеен идеально, ни одного пузырька нету. Приклеив вторую полоску, я заметил небольшой зазор. Поэтому я вырезал тонкую полоску и заклеил его. Если не присматриваться, ее не видно. Далее я решил обклеить выдвижные ящики. Я снял ручки и заметил, что у них были засохшие капли чая. В их удалении мне помогла жидкость для снятия лака. Обклеиваем, ставим ручку обратно и один ящик готов. Проделаем то же самое с другими. Также я обклеил видимую область около ящиков. Берем двухстороннюю ленту и приклеиваем кантик. На кантик я решил приклеить контроллер от светодиодной ленты, тем же двухсторонним скотчем. Также я сразу зафиксировал плакат канцелярскими кнопками. Пришел следующий день. Поскольку у меня оставалось немного светодиодной ленты, я дома нашел контроллер с пультом и переходник на SATA 3. Я установил это все в компьютер. Как вы видели, слева все выглядит вот так. Я решил отпилить часть перекладины и поднять полку выше, для чего вы увидите чуть позже. Выглядит теперь вот так. Я обклеил стойку слева и до конца обклеил то место с перекладиной. И вот то, что у меня в итоге вышло. Синхронизировать режим подсветки очень трудно, поэтому я выбираю один цвет на обоих лентах. Дырку от самореза в стене не видно из плаката, а место под столом я сделал, чтобы туда можно было спокойно поставить помойное ведро и сабвуфер. Покрытие мне очень понравилось, оно водоотталкивающее. Если ты случайно напишешь что-нибудь маркером, оно легко уберется тряпкой. Конечно, поклеил пленку я не идеально, но эти дефекты незаметно. В тех местах, где не видно, я решил не клеить.
Надеюсь, вам понравилась моя работа со столом. Оцените видео, поставьте лайк или дизлайк. Напишите свое мнение насчет этого видео в комментариях. Все комментарии я читаю. Не забывайте про то, что у меня есть еще лайв-канал. На нем будут выходить видео, которые я не хотел публиковать на основной. С вами был Алекс. Всем до скорых встреч. Всем пока.